Всем привет! Но-то я совсем не выспался. Лег вчера поздно, да и скорее всего накопилась уже усталость. Эта неделька была довольно такая напряженная. Работа тяжелая и интенсивная, да и погода совсем не подходящая для нее. Жара просто невыносимая. Вроде бы уже сегодня к вечеру передают, что дождик будет, так может быть хоть спадет немного. В деревнях оно, наверное, всегда так. Большинство работы на улице, нужно быть гибким и подстраиваться постоянно под изменчивую погоду. А так как солнечные дни передавали лишь на неделю, так хотелось успеть за это время сделать побольше, так и работал допоздна. Вчера видео закончилось на том, как привез сено поздно. Но его же так в вазу не оставишь, за ночь отсыреет. А так как в тюках потом уже не разбросаешь, не пересушишь. Да и накрыть нечем было. Тент я на поле оставил над прессом, чтобы дерево от росы не разбухало. Так еще в потемках разгружал. Благо, что оно в тюках, так не намного быстрее. Но зато комфортнее работать, не нужно этой пылью дышать. А то за день намучаешься на улице на жаре, а потом еще в сеновале в духоте задыхаешься от нее. Радует, что с заготовкой сена практически все. Поехать те 2 копны спрессовать, привезти и отмучил. Можно будет расслабиться. Как говорится, выхожу на финишную прямую. И погода более комфортная сегодня. Облачно, небольшой ветерок. Только что из-за этого роса позже спала. Только сейчас к 11. По идее должен успеть. Работы там часа на 2-2,5. А дождь по прогнозу стоит с 15. Не успел я дотюковать то сено. Те 2 копны, которые были на поле, одну практически закончил, а потом как линул, то, что сюковал, успел накрыть и привезти домой. А сам промок до нитки, а то, скорее всего, то, что в копне целой, так, наверное, еще и не промокнет сильно. А то, что осталось чуть-чуть, уже все. В этом единственный недостаток тюковать сено на поле. То, что времени не всегда хватает на него из-за погоды. А так, одни только плюсы, как по мне. Дождь-то хороший прошел, пролил землю основательно. Про поливание огородов как минимум на неделю можно будет забыть. Шел день, ночь и еще день. Наверное, в лесу тоже все вымочил. А после такой жары и засухи должны и грибы пойти. Можно будет съездить посмотреть, что там творится. Сено, что осталось, так ходил сейчас растрос, чтоб пересохло. То, что в копне было, только сверху потемнело, а внутри хорошее, зелененькое. А из второй копны так можно сразу на компостную кучу нести. Промокло насквозь, уже и подогнивать начало. На сегодня опадков не передают, так надеюсь, к вечеру высохнет. Затюкую, привезу домой, и наконец-то можно будет закончить с тяжелой работой и взяться за более легкую. А эти дни, пока шел дождь, тоже без дела не сидел. А заодно еще и объявление разместил о продаже сена.
в соцсетях, в группе района, ну и еще на республиканском портале. Да вот только не знал, какую цену указывать. Оказалось, у себя в районе я монополист, других объявлений нет, не с чем сравнить. Да и колхозы, которые я обзвонил, не говорят, так как не продают. Решил пойти от себестоимости, которую в прошлом видео рассчитывал. Ну а за трудозатраты взял среднюю заработную плату в $3 в час. И в итоге получился у меня один тюк, 4 рубля. Посмотрим, будет ли на них спрос. Заодно и на кроликов дал. Зимой я как-то уже делал, но тогда спрос был нулевой. Ну а сейчас думаю, дай-ка попробую. Там у меня мелкие появились. Через месяц-другой подрастут, нужно будет рассаживать, а мест нету. Так думаю, может какая-нибудь клетка освободится. Ну а параллельно начал еще и новую делать. Место я уже подготовил. Стеночку отгородил от той части сарая, чтобы ветер не задувал, когда ее разберу. И получился такой вот небольшой крольчатник. Ну а клетку буду делать такую же, как и эта. Сколько я ее эксплуатирую? Практически год, и она себя хорошо показала. И кроликам в ней комфортно, отлично развиваются, и работать удобно. Да вот только смотрю, что может и тесновато будет. И не так уже станет удобно работать с ними. Ну, каркас дособираю, и будет тогда пространство ощущаться. К тому же шире не сделаешь. Конструкция этого сарая не позволяет. Да и там тогда места мало для маневров останется. А здесь как раз балка идет. Перегородкой за нее зацепился. Стены по ней обрыжу, и крыши будет на чем лежать. О, прораб пришел в белой каске. Я себе оставлял их. Сейчас выбрал, двоих пустил. Вот они у меня. Когда? Вот где-то месяц. Там уже такие начали вот ходить, уже начали есть там. А остальных что себе жалко бить. Да, хорошая сам. Не, бью, но в основном кровее, а этих самых. Это самка, да? Да, это. Они одинаковые. Они одинаковые, да. Чего? Нет, хватит. Ну, такого хватит, зверя, садим, садите. Да рассчитывайся. Так что? У вас много их? Нет. Нет, немного. Но у нас тоже такие вот кроли неплохие. Все, благодарю. Все, до свидания. Всего хорошо. Будем звонить, если что. Реклама начала работать, уже второго продал. Сейчас самочку выбрали, забрали, а утром приезжали короля, который в клетке на улице жил. Сейчас на них спрос есть. Ну а то, что зимой никто не покупал, то это было и предсказуемое. Сейчас он кормов бесплатных много. Травы навалом, бери и коси, а зимой что? Это либо сено нужно было заранее подготавливать, либо покупать. Кстати, сено тоже немного продал. Уже и отзыв пришел от потребителя. Есть еще один клиент, который готов забрать оставшиеся 90 тюков. Но ему нужна доставка. Померил, на своем 69-м могу завести только 30. Это получается 3 ходки нужно делать. Невыгодно. Расстояние в одну сторону только 45 километров. А моя машина ест много. И получится, что всю прибыль сожрет. Было бы нормальное прицепное, то можно было бы прицеп одолжить и одним рейсом все завести. Там же немного. Всего лишь 8 кубов и около 500 килограмм. Ну, не знаю, буду думать что-нибудь. Блин, у тебя так много фотки получилось.
Ах, лепота! После тяжелой работы самое главное это поощрить себя хорошим отдыхом. Девушка вот такая стройненькая, худенькая. Благодарю, что побыли у меня штативом. Девушка, куда же вы? Подождите. Вот не пойму я этих женщин. Вроде бы выполнил все, что пообещал. Говорю, девушка, хотите принять участие в съемках блога знаменитого блогера? Она вроде бы радостная была, улыбалась, а сейчас уходит. Не догнал. Походу сильно обиделась. Ну что ж, один позагораю. Хоть может мой колхозный загар выровняется. Дома-то не сможешь это сделать. Днем, когда солнце жарко, оводни нападают. Ну а под вечер уже комары всю кровь поупивают. Подогрев не включили. А глаз сначала теплый. Смотрите, какой шикарный пляж. Песочек, шезлонги, зонтики. Это я не куда-нибудь там в Турцию или Египет поехал. А так, недалеко от дома. Мое место. Это у нас в городе, в Мяделе. Отреставрировали пляж. В этом году будет юбилей, 700-летие. Так вот, город и подготовили. А сегодня к тому же еще и День независимости. Теперь понятно, куда все люди подевались, почему я на пляже один был. Что-то здесь в центре тусуется. Говорят, концерт будет, даже сам Солодуха приедет. Шишкова будет топ-сцена. И Даниил Мышковец Смотрите, какой красивый закат. Первый раз еду на своей машине на пассажирском сиденье. Случилась оказия. Оказывается, у меня 2 месяца назад закончился срок действия прав. И я не могу управлять своей машиной. Вот пришлось искать водителя, чтобы отвезти домой. Это же я вам еще кроликов своих не показал. Только так, вскользь. Но ничего страшного, еще не все потеряно, исправлюсь. А показывать есть что. Я же недавно пополнение было. О, смотрите, какие забавные.
подросли уже и активничают вовсю. Сами кушают, сами пьют. Этот вообще он какой залез в кормушку и из нее ест. Это получается у меня молоденькие крольчихи. Та, что в прошлом году родилась. И получается, что это уже третье поколение. Можно сказать, дедулей стал. У двух крольчих по 6 штук. У этой такие 2 черненькие и остальные серенькие. Ну, понятно, одни пошли в маму, а другие в маму и папу. Кроль-то у них беленький, папаша. А у второй, не знаю, она более такая рыжая, а у нее тоже получились 3 черных и 3 серых. Сейчас покажу. О, какие! Это у них тихий час сейчас, так они еще так не сильно резвятся. А вечером приходишь их кормить, так прыгают здесь друг у друга по головам. Видите, крольчиха такая серая с рыжеватым оттенком. А эти тоже. 3 черненьких, 3 сереньких. Сегодня позвонили еще по поводу кроликов. Понравилось им, что они такие большие и хотят купить 2 самочек. Но доставка нужна. Позвони днем раньше, то без проблем бы завез. А сейчас, увы, стал я пешеходом. Не проворонья сроки окончания прав, так можно было бы и заработать сейчас. И штраф не платить в 5 базовых величин, это где-то около $60. Да и вообще, машину же хотели забрать на штрафстоянку. Но благо, рядом оказался водитель с правами, так передали право управления ему. А можно же было ранней весной, когда еще работы было немного, поехать спокойно и поменять. Что там нужно? Медкомиссию пройти и в ГАИ отвезти справку, старые права, копейки заплатить и через пару дней забрать новые. Но не будем поминать прошлое. Все равно уже все, ничего не изменить. Да и вообще, можно жить сегодняшним днем, ну и, конечно же, смотреть в завтрашний. Как там Солодуха пел. Прошлое не воротится, и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твоей глаза.